Привет, с вами Маша Репинина. Безумно рада всех видеть на своем канале. Я нахожусь не совсем в типичной локации, но не снять видео для вас я тоже не могу. Это бэкстейдж со съемок нашего прошлого видео. Приятного просмотра! Как же круто было, когда мы снимали сцены железки, хотя и опасно. Бегали от поездов туда-сюда. Кадр, где поезд прямо проезжает рядом, сняла Диана, за что ей большое спасибо. Я в тот момент подумала, ты совсем больная, что ли? Полезла прям в самое пекло. Мы еще планировали запустить квадрокоптер, чтобы сделать подсъемки поездов сверху, даже его с собой взяли, но не рассчитали один момент, что он не выдержит. Он тупо не смог взлететь. Камера со всем обвесом весила то ли 2, то ли 3 килограмма. Пошли потом на мост и оттуда все доснимали. К нам еще постоянно подходили неадекватные люди со своими странными вопросами. Таким я еще не занималась. Чтобы вы понимали, я специально для вас, для видео пошла на ЖД-дорогу. Я ее здесь половину всю облазила. Там вот дальше платформа. И вот начиная от этой платформы, я шла хрен знает сюда. И посередине путей, и переходя по ним. Честно сказать, исходники получились довольно страшными, криповенькими. Да, я сама не на шутку испугалась, пока шарахалась от этих поездов. Так что ждите, просто охуенный видос. Да, еще я как вспомню, как мы по лесу бродили в поисках идеального места для съемок и в итоге нашли, что нам нужно. Но на самом деле было вообще не по себе там находиться, реально страшно. Так еще рядом находилась заброшенная промзона. И неподалеку лаяли собаки. Мы вообще думали, что они могут на нас накинуться, но, слава богу, ничего такого не произошло. Изначально мы планировали притащить дым-машину, что-то вроде дыма в лесу, такая мистика. Но из ряда причин не получилось это осуществить. Были мы там примерно 1,5 часа, и за все это время успели замерзнуть, особенно я, так как постоянно приходилось снимать куртку. Как вспомню этот холод, так вздрогну. Так еще выбрали самые холодные дни. Я сейчас в темном, мрачном лесу, как вы видите. Там тоже кто-то идет с фонариком по ходу ко мне. И я сейчас снимала исходники, также для этого видео. И сейчас вроде бы уже вижу свет домов и иду на выход. Конечно, это было тоже очень крипово, потому что все слышно звездец, как тут совы ухают, как собаки воют. Я говорю, что чуть душу в огу не отвела, когда рядом со мной собака залаяла. Благо, все хорошо, и уже возвращаемся домой. Но вы не думайте, что приключения на этом закончились. Даже когда мы снимали у меня дома, то камера сядет, то телек вырубится. У нас даже пробки выбивало, свет отключался сам по себе. В какой-то момент я реально просто психанула и думала забить и отснять простые уже исходники. Но так как я очень стараюсь для вас, чтобы вам нравился мой контент, мы все-таки отсняли этот материал с 10-й попытки. Это было очень тяжело, но сделали так, как было задумано в сценарии. Кстати, насчет сценария, не помню, чтобы я вообще его так долго писала. Сколько страниц текста. Уже ближе к концу написания сценария у меня буквы просто превратились в пиксели, и слова стали размытыми. Просто все слилось в одно. Не перестану восхищаться редакторами Олей и Олегом, которые всю информацию собрали и проверили. Те самые эксклюзивные кадры они достали с закрытого аккаунта Хантера Рэй Бейкера. Правда, потом до выхода видоса свет аккаунт стал доступен всем желающим. Совпадение? Кто знает. Но работа была реально проделана титанической. Само видео после финального монтажа, чтобы вы понимали, весило 200 гигов. Это как 2 игры Red Dead Redemption. Кто знает, тот поймет. Я отправила это видео почти всем крупным телеканалам в России, среди которых были ТВ3, Пятница, даже Домашний. Но от них я пока не получила ответного письма, но надеюсь, в скором времени получу. Также еще отправила на Discovery. Они уже ответили, кстати, спустя 2 дня, написав, что им очень понравился формат и они хотят посотрудничать с нами. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Это видео разделило мой канал просто на до и после. Будем ждать итогов переговоров с Discovery. Если что, буду сообщать по мере необходимости. И возможно в скором времени видео еще на телеке появится. Но не знаю, как это будет происходить в нынешней ситуации. Но будем надеяться на лучшее. Но самое, наверное, замороченное — это подобрать музыку к видео. Я только 2 суток потратила на поиски музыки. Искала я исключительно на Epidemic Sound. Тем, кому нужна годная музыка в любом формате для своих проектов,
или просто для каких-то целей, можете зайти и найти для себя что угодно, от классики до тяжелого металла. Но, честно сказать, этого все равно было недостаточно, ибо кроме музыки надо было сделать еще саунд-дизайн, звук поездов, автомобильный трафик, звук затвора фотоаппарата и так далее. Мы снимали в RAW 4К без захвата звука. Все было добавлено потом вручную. На этапе продакшена видео, и соответственно все это стало весить как крыло от Боинга. В одной из историй была кассета. Я даже думала ее купить на Авито для видео. Но вы знаете этих продавцов с Авито. То не отвечали на сообщения, либо запрашивали слишком дорого. И я стала искать у себя в шкафу. В итоге нашла компакт-диск старый и решила взять замазку и написать Барби. Это все происходило в день съемок, нужно было быстро что-то придумать. Гениальное решение, ничего не скажешь. Кстати, среди всех комментариев, а их было немало, я нашла один комментарий, который меня заинтересовал. Коммент был оставлен якобы самой Тамарой Клейн из первой истории. Она попросила добавить субтитры на английском языке. Я у нее спросила, настоящий аккаунт или фановый, но в ответ я получила тишину. Я склоняюсь, что это фейк, который решил просто шуткануть. Дорогие друзья, неизвестно, что будет происходить в ближайшее время насчет Ютуба. Я вам рекомендую воспользоваться VPN. Ссылки я оставлю в описании на проверенные сервисы, которыми пользуюсь, или поищите сами. Я долго думала и приняла решение, что не планирую сейчас менять площадку из-за текущих событий. Вы только представьте, что заново все предстоит развивать, и тем более альтернатив особо нет. Даже в группу ВК я не смогу выложить видео, там стоит лимит на 3 гига. Но вы сами понимаете, что тут какие-то 3, когда у меня видео весило по 200 гигов. Нереально залить. Яндекс.Дзен, ну тоже так себе сомнительно. Как это все будет работать, когда все блогеры туда активно ломанутся? Про Рутуб даже говорить не хочется. Однажды я пыталась уже туда загрузить видео, но оно не прошло модерацию даже спустя 5 дней. Так что на него я тоже бы вообще не надеялась. Альтернативных площадок по существу нет. Я на ютубе уже чуть больше года и вложила много сил, терпения, нервов. И просто-напросто я не могу перестроиться. Были сняты просто отличные ролики, среди которых были «Почему вам лучше не знакомиться в интернете», «Кит-контакт» или же про секту мошенников в Инстаграме. Да, эти видео уже морально устарели, но не перестали быть актуальными. Видео как выходили, так и будут выходить. Если все-таки это случится, то будем решать возникшие трудности по мере их поступления. Также в описании вы сможете найти все полезные ссылки на мою группу ВК, на мои актуальные социальные сети. Также подпишитесь на меня, если вам интересно мое творчество в том или ином виде. С вами была, как всегда, Маша. До последнего надеюсь, что в скором времени это закончится, и мы с вами увидимся вновь в информационном пространстве. До скорых встреч!